Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс 404, посвященному активному образу жизни. С вами я и Ируся Красотуся. Сегодня у нас будет интересный выпуск. У нас отпуск, и я вам покажу один день из нашего отпуска. Как он проходит. План такой. Сейчас мы поедем, поищем геотайники. Я тут выписал парочку, сейчас вам покажу. Затем мы пойдем в кино с Ирусей вечером. Обо всем об этом я расскажу по порядку, по ходу. Пойдем в кино, и после кино пойдем в китайский. Ну, тоже в китайский ресторан, но тоже история необычная. История интересная, заслуживающая внимания. То есть это получится один день из нашей отпускной жизни. Мне кажется, это будет интересно. Смотрите до конца. А сейчас я расскажу вкратце обо всем об этом. Вот это так выглядит карта геотайников. Вот здесь мы живем. Двинемся сейчас сюда, в сторону моря. Я выписал вот этот ближайший в Грааль-Мюррис, он слишком сложный, 5 звезд сложности, поэтому он отметается. И я выбрал вот этот и вот этот. Нет, скорее вот этот и вот этот. Ну, неважно, в общем, два из этих, будем искать один, если не найдем, как подстраховочный второй. Рассказывать о них не буду, там на месте расскажу, вот так они оба выглядят. До них 20 километров. Итого получится 40 километров. То есть, чтобы вы понимали, вот так состоит каждый день нашего отпуска. Мы едем с утра 40, минимум 30 километров на велосипеде. Иногда это 40, 50, 60. Завтра вот мы собираемся, там 56 у нас получится километров. И так вот каждый день. Сейчас мы поедем 40 километров, потом к обеду. Мы сейчас максимально хотим пораньше, сейчас 9 утра. Мы хотели еще раньше, но что-то завозились. Все это с велосипедами как бы закончить с велосипедами, потом отдохнуть еще успеть и вечером поехать в кино. Там кино какая-то тоже Love Story, любовная история, фильм какой-то тоже классный, Ируся нашла. Вот, поедем в кино, там еще интересная такая история. Мы заказали место для влюбленных. Мы еще никогда вот так вот ни такие места в кино не сидели, не заказывали. И даже не знаю, как это выглядит. Это, наверное, один диванчик такой на двоих. Ну вот интересно. Еще что интересно, что там будут давать по бокалу шампанского, да? По бокалу шампанского. То есть это включено в стоимость билета. И так как сегодня будний день, билеты вообще недорогие. По 8,80, по-моему, евро за билет. И там еще и бокал шампанского в этом билете. Ну, посмотрим. Я прямо заинтригован, как это все будет. И места для влюбленных. И вот это шампанское. И все как-то выглядит интересно. Я думаю, будет интересно, да. И потом мы хотим пойти после этого поехать. Мы еще завезем мой велосипед, который я здесь пытался починить. Тоже расскажу. Старенький, который у меня стоит на вокзале в Ростоке, на котором я езжу на работу. Тоже расскажу пару слов там, если не забуду, если будет время. Мы его оставим в городе. Плюс после кино заедем в китайский. Китайский там тоже интересная система. Там за недорого, там за 6,50 можно купить, приехать, когда он к закрытию, когда он закрывается, и все, что лежит в буфете, то есть это надо понимать, это все горячее, свежее, просто это не распродали. И это все нагрести за 6,50 в емкость, которую ты возьмешь с собой, которая китайцам, по сути, все равно, ты хоть с ведром приди. И вот это вот ты нагребешь, и мы вдвоем возьмем 2 каких-то емкости, нагребем суши, и будем еще 2 дня есть. Будет у нас китайский ресторан на выезде, будем 2 дня это дома есть. В общем, будет интересно, оставайтесь до конца, смотрите это видео до конца. Кто еще не подписан, подписывайтесь обязательно. Ну и лайк. Если напишите комментарий, то просто вообще почет и уважуха вам. Всегда обеспечены везде. Что сказал, непонятно. Все, погнали, друзья. Все, друзья, мы собрались. Сейчас выезжаем. Вытаскиваем наши вайбы.
вытаскивал вода. Причем у нас здесь сейчас кучу велосипедов, и каждый раз приходится все вытаскивать, затаскивать. Вот этот вот сегодня отправится в город Росток недоделанным. Потом расскажу. Все вытаскиваю вот это. Здесь подержи вот так вот. Курс. Она включена. Я уже как-то стал вытаскивать, затаскивать. Что ты его не ставишь самым первым? Кстати, вот сними здесь курс. Что это за... Вот так выглядит зарядка у моего велосипеда. Вот так. Он я зарядил пауэрбанк, зарядил наушники и зарядил задний фонарь. Ладно, если выключать, в принципе, все. Ветрено сегодня опять. В обратную сторону ждет хороший встречный ветер, что не может не радовать. Собираюсь послезавтра продолжить путь по руте Драйтинг, по рута 13 маршруту европейскому, по которому я доехал до Любека, и сейчас надо туда вниз Германии спускаться. И еду и думаю менять цепь перед выездом завтра. То есть завтра еще Шверин съездить на этой цепи. У меня там лежит свежепроваксованная, проваренная цепь. И я думаю менять перед выездом или нет, потому что это прямо себя чудесно ведет. Но мы сегодня еще проедем 40, завтра 60. Это уже сотка. А потом, если я хочу еще там на руте Драйтинг еще 200 проехать, то, конечно, ей будет не сладко вот этой цепи. Лучше, конечно, поставить свежую новую. Ну, как она не новая, она просто свежепроваренная. Раздумываю. Вот эта резина, которую я поменял, поставил новую на этот велосипед. Я уже 2 раза последние 2 дня черканул педалью асфальт. На повороте так сильно я ложился, кренился. Ну, то есть она офигенно держит асфальт. Это покрышка. Я на тех старых боялся так сильно крениться. А на этих прямо ложусь на поворотах очень глубоко. 2 раза. Буквально вчера, позавчера, не помню, вчера черканул так асфальт, будь здоров. Ничего, держит. Офигенные покрышки. Ни одного прокола. Вот уже езжу на них месяц или 2. Ни одного прокола. То каждую неделю был прокол. Просто. Смеялся как раз. Я в лучшей шоке. И сколько раз говорил, перед остановкой надо скинуть передачу. Она все поняла. Сколько мы уже ездим? 5 лет. Она сейчас спрыгнула с велосипеда и переключила на нижнюю передачу. То есть уже стоя возле велосипеда. Красавчик.
В голове прокручиваю план действий, план подготовки к предстоящему маршруту. Уже это послезавтра. Параллельно записываю себе в WhatsApp. Любопытный список получается. Сейчас зачитаю. Цепь поменять. Под вопросом. Скорее всего, буду менять. Дальше. Подстричься. Пропылесосить. Потому что мне важно, чтобы я приехал, а в доме было идеально чисто. Потому что я приеду уставший, мне нужна идеальная чистота. Так, большой пауэрбанк не забыть с собой взять. Перебрать сумки на велосипеде, выложить лишнее. Дальше. Поезд. То есть оттуда я поеду туда, до конечной остановки маршрута цели на велосипеде, а там сяду на поезд и вернусь на поезде обратно в Любек к машине. Это надо посмотреть расписание и посмотреть вообще откуда, где возможно на него сесть. То есть, соответственно, докуда я доеду, зависит от поезда тоже, где я на него сяду обратно. Маршрут. Ну, это тут такое, как бы маршрут мне известен, но все равно надо сюда поскидывать все координаты себе в WhatsApp. Бесплатную стоянку в Любеке найти. Тут понятно для машины, там, где я ее брошу. Резинку не забыть с собой взять, которую в поезде я буду привязывать велосипед, потому что в прошлый раз я всю дорогу в поезде возле него стоял. Потому что ты его просто прислоняешь к другим велосипедам, и его на всех колебаниях поезда, по всему поезду мотыляет. И я боялся отойти от него на секунду. Ветер, посмотреть, в какую сторону будет в этот день ветер дуть. Ну и вступление записать для видео. Вступление. Куда я еду, как, почему, зачем. Все вот эти вот организационные вопросы в видеоформате записать. Вот такой вот планец накидал пока. Да, прикол был. Меня укусила какая-то зверюга злая. На полном ходу я ехал, мне под футболку залетела какая-то гадость. Как давай меня жалить там. Я прямо на дороге, прямо на ходу. Я ее, одной рукой пытаюсь оттуда выковырять. И она там дальше ползает. Короче, пришлось останавливаться, снимать футболку. И это, искать эту живность, какая-то дикая оса, не знаю, что это такое. Я даже не успел рассмотреть. Ну, почему? Потому что сейчас вот уже чешется. Вчера укусила. Сейчас. Думаю, блин, это же контент, об этом надо рассказать обязательно. Алло. И все, в любом походе. Скажи мне, пожалуйста. Надежный друг. Блин, верно. Точно. И хорошее настроение. Позитивное, хорошее настроение. И хороший верный партнер. Он же друг. Две самых главных составляющих любого успешного мероприятия. Иху! Здесь движняк возле этого кемпинга. Машин прямо как на автобане. Все, друзья, мы приехали. Прямо долетели махом. Все время, когда так быстро происходит, есть две причины. Либо ты уже вкатился и не чувствуешь нагрузки, либо ветер был в спину попутный. Так, людей я вижу здесь дофига. Надеюсь, это не станет преградой и помехой нам для поиска никак, если приехали. Сейчас почитаем условия. Да ладно, это нехорошо.
Здрасте. На место. Значит, задание к этому геотайнику. Во время кемпинга в лагере ОЗ Кемп, Ростокер, Хайде, вот здесь вот нам пришла в голову идея, почему бы и здесь не спрятать. И мы решили разместить питомца в этом оживленном месте. Это действительно очень оживленное место. Мы немного повысили уровень сложности из-за ожидаемого здесь большого количества магов, зевак. Удачных поисков, но, пожалуйста, верните его на место, где вы его нашли. Дополнительная информация, внимательные глаза увидят подсказку. Так, теперь смотрим точные координаты. Нам вон туда немножко надо вернуть. Какие вырубай. Подсказку какую-то, дополнительные глаза увидят подсказку. А координаты? Вот здесь. Вот прямо здесь. Ну, ты знаешь, это может быть плюс-минус 5 метров. Иногда 10. Ладно. Как будто вот эти стрелки. Место такое какое-то купуля. Я такой иду, что за веревочка? Не это ли? Цак! Прикольно. У-ху-ху! Нашли! Кстати, это наш 190-й тайник, друзья. Мы нашли 190 тайников. Еще 10 и будет 200. Мы красавчики. Вон карандашик есть, но он нам не нужен. Тоже относительно свежий. Смотрите, мы тут будем тоже буквально вот в первом десятке нашедших. Все, иду за ручкой, заполняем. И поедем на вернуться домой. На пляж ты хочешь? Какой пляж? Мороженое, в принципе, у нас есть дома. Заполняю. Кися, смотри. Запечатли этот момент. Алекс. Нижнее. Подчеркивание. Ирина. Какое сегодня число? 18? 19. Число нельзя вообще говорить, потому что я эти видео вообще, оно встанет в очередь и выйдет через месяц, поэтому это никаких чисел больше. Да. Это тихоря я записываю число сейчас. Просто в августе дело было 2025 года, поверьте на слово. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока. А, нет! Нет, не пока, что я такое говорю. У нас же сегодня будет длинное видео по вышеупомянутой программе. Нас еще сегодня ждет кино и китайский ресторан. Все, погнали дальше. Вот эта веревочка и есть подсказка-то пресловутая. Ну, прикольно. Все. Красавчик. Что, ты все критизируешь меня? Не, восхищаюсь. Едет 20 километров мы в одну сторону проехали просто на изи. Глазом не моргнули, не успели. Сейчас 40-очку на 130 навернем. Красавчики. Вот это у нас активный образ жизни, активный отпуск. Раз никто не хвалит, буду сам себя хвалить, сам нас хвалить. Тя. Такие бабуськи катаются на велосипедах, рассматривают карту. Красавчики, да? Такие, где мы, дед? Он такой, это Дойчланд. Отлично, уже что-то. Так, давай разбираться. Все в очках, знаешь, все вот это вот. Это планета, судя по всему, планета Земля.
Уже неплохо. Так, продолжай. Кали. Такие стоят и что-то там. На солнце пригрелись. Так. Лошади. Привет, лошадки. Вы как вообще? Какую-то думу думаете, да? Что-то серьезное или так по мелочи? 5 штук сгрудились, там еще одна между ними. И стоят и думают, такие, так, чем дальше займемся сегодня? Я иногда тоже так делаю. Но они здесь просто решили пойти дальше и впятером это делать. Я имею в виду тупят. Ладно, все, не буду вам мешать. Все, поехал я. Что? Ничего, да? Ладно. Необщительные вы какие-то. Жаль. А у меня так-то завтра. Послезавтра большой велотур, могли бы обсудить. Ой, ладно, все. От вас не дождешься. Пока. Ришка спрыгнула с велосипеда за 10 метров до дороги. Так, теперь транспортик. Погнали. А я жду. Оп! Цаки-цаки, кисуля. Бывает на парусниках ветер, чтобы вы понимали, какой сейчас ветер. Мы приехали в Росток в кино. Вот наш рюкзак. Мы закупились, потому что у нас свой подход к фильмам. У нас свой снэк, свой хавчик. Я там принципиально не покупаю, потому что у них не просто дорого, а очень дорого. Значит, смотрите. Взяли 6 банок всякой сладкой воды, кока-колы, всякой ерунды. Взял такие 2 самых дешевых чипсы в банке. Я себе и Руся себе какие-то биошмио взяла. Чипсы. В общем, мы готовы к просмотру любовного фильма. Знали мы еще 45 минут до фильма. У меня рюкзак за плечами. Здесь я говорю Ире, что будет, что ты хочешь от фильма? Как там было? Я говорю, самое прикольное будет, если меня сейчас остановят с моим рюкзаком и попросят показать, что у меня в рюкзаке. Там же нельзя со своими напитками и едой приходить. Вот это будет прикольно. А, нет, смотри, как я стою криво. Как у нас называется кино? Was ist Liebe wert? Was ist Liebe wert? Мы уже внутри. С нашим рюкзаком пока все спокойно. Нас не спалили пока. Вот их не все дорогущие эти попкорны. Вся молодежь стоит, покупает вот это все. Зеленые неопытные. А мы что летаем? О, вон там наливают этот самый зект нам. Если хочешь трубочки украсть еще. Красавчик, моя школа. Погнали. Вот там еще зэк наливает. Так, Кися, рассказывай, что происходит. О, вот это шикарно. Как тебе места для влюбленных, а? Да. Шикардос, а? Это прям... Это места для влюбленных, друзья. Хороший диванчик. И это прямо соответствует действительности. Люблю. Иришку люблю просто. Иди сюда, поцелуй. Он не верит.